сколько людей сдалось и ушло. Ну это же Эверест, он не может быть простым. Ноги мерзнут. Блин, через 2 часа вообще жопа. Просто ледяные и начинает ломить уже. Видели уже надвигающийся циклон. Спина ломит. Все время, километр ты валишь вот так вот. Гора серьезная, ребят. Хотелось бы, чтобы немножко полегче. Встал на самый край вершины и поднял высоко руки и сказал: да, я это смог сделать. Это сложно, это тяжело, это на пределе возможностей, но оно того стоит. Это самое неимоверное приключение в моей жизни. Наверное, я к нему шла больше 2 лет. То, как это было сложно, как это было тяжело, сколько людей сдалось и ушло. Но я просто нашла единомышленников, я нашла таких же, как и я, которые до последнего верили в успех. И фактически мы сегодня закрыли сезон на Эвересте. Мы сегодня уходили с южного седла, мы видели уже надвигающийся циклон, расслоение облаков, мы видели ветер, и у нас получилось. Это было неимоверно. Как тебе вот сам дай? Очень тяжело. Это сложно, это тяжело, это на пределе возможностей, но оно того стоило. А как, если соотнести реально с ожиданиями? Одинаково. есть... Я ожидала, что будет так сложно. Я ожидала, что будет сложно, и готовилась. Больше всего было страшно, что не получится из-за погоды. Но наш гид Никита, он убедил, что погодное окно будет. И мы сидели до последнего, и оно того стоило. Много тропили, и много таких вот довольно-таки крутых участков. Может, это из-за снега. Ну и в конце вот этот вот скальник по гребню. Такой участок крутой. Причем на высоте. Надо расходиться с людьми. Они ломятся туда-сюда. Вот. И там не очень удобно. А сил уже нету. Ну, красавчик. Честно говоря, я чуть поднаелся вот этим кислородным голоданием. Постоянным. Каким голоданием? Ну вот ты идешь с кислородом, там после 8000 это шаг делаешь, 10 вздохов. В смысле, с кислородом? Да нет. После 8. Вот. Спина ломит. С этим баллоном постоянно нагибаться, эти веревки туда-сюда, туда-сюда. Это да. И у нас, видишь, что получилось? Получилось, что мы на Эверест шли с 3-го лагеря. А что с 3-го? Потому что мы ж не поспали. Мы пришли, 2 часа чай попили, поели. Так никто не спит. Так все. Я же тебе говорю, с 3-го лагеря. Да нет, с 3-го, с 4-го. Чай попил. Это засчитывается за отдых. 4-го. Ну, короче, поспать не удалось. Мы пришли. В палатке индуса. Мы говорим, давайте валите отсюда. Или будет бокс, говорю. Там поналетело народу, шерпы. Я говорю, Дава, звони, кому там, я не знаю. Дави, звони Дави. Ага. Он туда, Дави. Оказывается, это нимсовские шерпы. Сделали такой умный ход. Какой? Что палатки не ставить, видимо. Сказали, что наша палатка селись, там наши вещи. Потом за вещи половину вещей отдали, половину не отдали. Вернули только половину. Сисовские все батончики сожрали, сволочи. Говорит, не было. Так а какие индусы, где они взялись? Я не знаю, я так понял, что это арнольдовская армия там. Да? Где он их взял? А, или ты их индусами условно обозвал? Не, индусы. Арнольд поднялся, 4-й лагерь, занял твою палатку, да? Да, заняли нашу палатку. Он звонит Даве, говорит, мы с Юрой с горы пришли. Говорит, палатка занята, Дава туда. Говорит, раз заняли, ставьте им новую. Ага. Палатку дали, оставить не стали. Ставить пришлось самим. Короче, часа 2,5 вот это игр, выяснение отношений. Проще было вниз спускаться. Да, конечно, я не отдохнул, не поел. Вот я сейчас первый раз с 8 утра, в 8 утра были на вершине. Там мы выпили последний чай, я вот ни разу не пил. Ни разу. Ага. А в лагере кружку там кто-то там дал.
Так а что в лагере не попили? Нету ни у кого воды. Жесть. У этого сначала горелку не отдавали, потом отдали горелку. Она не работает. Я говорю, все, собирайся, пошли вниз. Кислорода нет, горелка не работает, думаю. Последи, чтобы Шерпа с кислородом спал, хорошо? У меня кислород есть или мне ему свой баллон дать? Да дай свой, ты идешь завтра на вход, нет? Ну вот я не понимаю, идти мне или не идти. Гора серьезная, ребят. Она, ну, не лучше Эвереста. Технически не Она проще. серьезная. Там Может тогда вниз и все спускаться? белое. Кулуар белый, все белое. Может там плотность нет, конечно. Отдыхаем может лучше. А? Давай, отдыхаем может. Ну может, ну, потому что я говорю, меня пальцы намял. Я спускался сквозь слезы. Передние пальцы набил так, что они меня... Ну, на самом-то деле, да, как это, самое главное, Сделал, да. Сделал сама, ты минимум и молодец. конда максимум. Я тоже на ноге обморозил пальцы. Да? Ну, Просто занемевшие или? Да, живые. Болят пипец сильно как бы. Если болят, значит живые. Стер их. Ну, понимаешь, ситуация, никогда такой не встречался. Пришли, все нормально, в четвертый зашел за 5:36, четвертый. Ой, да, в четвертый, 5:36. Вот. Лежим. Смотрю, он что-то рукавицы меховые одевает на ноги. Ну, что-то начинает тоже, да, ноги мерзнуть. Блин, через 2 часа вообще жопа. Понимаешь? Они просто ледяные и начинают ломить уже, как будто, ну, ты уже на вершине, а что дальше будет? Еще до выхода, да? Да, ну и начали, короче, там спецоперацию, там как-то что-то пробовать туда-сюда. Вот. Ну, одна нога нормально, а вторая даже грелки не помогли там. Ну, где-то там первый привал, где все там кислород меняют, короче, где там останавливались, там, сувал туда-сюда, они уже были онемевшие. Ну, как бы чувствую, но нормально. Волдырей нету? Нет, ну чуть-чуть потемнели, так. Но если чувствую, то как бы, ну, поболят недельку-две. А он наверху там фоткал, наверное, короче, ну там, я не знаю сколько, 30 градусов, наверное, было и ветер. Ветер длил где-то 45, точно. Моментально, все, моментально. Там так это, знаешь, все вот так вот, друг другу как-то там сфоткай меня. Как тебе вообще подъем? Ну, геморройный, я тебе скажу. Ну, все время вот так вот. Понимаешь, нет такого, чтобы туда все время валишь. Я уже надоел там. А с мексиканцем уже таком, не говорит, нет, я говорю, нет. Ну, короче, типа отдых. А ветер пипец, блин. Смотрим яму, бля. Мы туда прыгнем, а там мексиканец этот со своим. А он его поднимает давай. А они взяли в 2 часа ночи вышли. Ну, сейчас уже мы утром или вечером вчера там болтали. Вот, в 2 часа ночи вышли, прикинь, пришли, говорит, туда темень вообще пипец, и что нам делать? Вот спрятались в эту яму, короче, и торчали там в этой яме, пока... На вершине? Да, ну, там еще не на вершине, до камней, как бы, но как бы, так, но он такой счастливый был, мы на вершине тоже как раз там встретились, все нормально. Сегодня сказал, будет тут у него пати будет, ну, как всегда, знаешь, такой компанейский мужичок. Рассвет красивый был? Ну, офигенный, блин. Единственное, блин, суете, я хотел спросить, где с Китая? Китай я понял, а где с Китая заходят на вершину? А ровно с другой стороны, вот напротив вас, Ну, по гребню. там... Не, вот по я- гребню туда дальше. Да? Не вниз, а вот... Вот мы вот заходим, вдоль. как бы, вот, и вот тут такой гребень. И Я вот я если на него дальше сел. по нему идти, то ты попадешь с китайской стороны. Вот если дальше Ага. продолжить по гребню в ту Да. сторону. Понятно. Не, нормально. Спустились, но я не засекал, мне не хватало батарейки уже. Как бы, ну, ничего. Пришел, Никиту там всех по дороге встретил. Как бы, Никита говорит, иди А во во второй. сколько ты поднялся? Слушай, ну я по времени не смотрел даже. Ну, короче, в принципе, нас было где-то 5 человек. Первые. Первые Да, самые. В 5 5 человек. утра, да? Но 6. я думал, что да, больше, чем 5, потому что солнце, ну, когда уходило уже солнце уже так более-менее. Но все было идеально, красиво. Ветер, конечно, да, но горы, там, знаешь, все это рассвет, как бы было, ну, позволяло. Не было так, что туман, как бы, ты ни хрена не видишь, или снег там, ничего. Мороз и ветер. Я думал, будет теплее, если честно, ну, очень сильный мороз. Тут все от кислорода, ну, от этого, от конденсата. Дом Все покрылось. такое. Так это фигня, блин, сколько прошли мы вчера 2 лагеря, она так и не оттаяла. Я ее вечером отбивал и вместе с липучкой, представляешь, отдирается. До чего какая она такая. Как так. И, по-моему, она, ну, вот ну, спускался, ну, вот все по порядку как-то был. Серега был, Никита. Нормально.
Нормально. Никита говорил, что Наташу встретил там за 40 метров уже до вершины. Да. Ну обратно, конечно. Тут я слышал там по раз. Темно уже, она там только где-то там в поле видимости. Да, к 6 вечера, по-моему, Да. пришла где-то там. Не знаю, как там погода. но- Ощущения были на вершине какие-то? Ну, знаешь, ощущения были, когда больше, наверное, когда подходил, когда ты уже, как бы, ну все. А там наверху, там было суета, блин, реально. Там, знаешь, все там такие, давай фоткаться, блин, там Серега вытащил там целую, я не знаю, веер флагов, блин. Как, знаешь, как бы чуть не просрать, блин. Там пофоткать, там видео снять, там что-то пожелание какое-то. Поэтому Серега тоже вчера говорит, я думал, это будет более эмоционально, как же там. Точно так же, да. Да, ни хрена не получилось. Список задач, которые Да, нужно не да, пропустить. Не, у меня не было, ну мы как бы пофоткались туда-сюда. Поболтали, пошатались. Видео там снял 3-минутное, как бы. Ну, знаешь, ну так. Как бы не было такого, чтобы вау. Я думаю, что вау еще А будет. как по сравнению с теми ожиданиями, что ты думал от Summit Day и реальность? Ну, этому будет легче, тяжелее было. Вот именно она такая затяжная, блин, все время наверх. Ну, очень, как бы такая. Все время километр ты валишь вот так вот, прикинь. И понимаешь, и главное, блин, ну темно. Я там что-то завидел, блин, я его. Это она. Говорю, сами, ну не, говорит, там еще туда, куда, блин, туда. Залезли туда, блин, говорит, там, не, говорит, нам еще туда, там. Ты пипец, говорю, блин. А как Нима вообще, нормально? Нормально. Курит только, а так ничего. Не, ему тоже тяжело как бы было, знаешь, у нас мы одинаковые. Отдыхаем на ноге оба, блин, вот так вот, знаешь, ну как-то куда-то там туда-сюда. Ну и как-то так получалось, что перед нами шел сначала Серега, потом там еще кто-то, и они все время останавливаются. Обычно как бы я иду, ну, стараюсь не останавливаться. А тут как бы прошли, остановились, отдышались, прошли, остановились, отдышались. Как-то просто очень долго, нудно. Потом обогнали? А? Потом обогнали? А потом там какие-то там перекуры были, да, потом что-то мы менялись. Но старались не обгонять, как бы, чтобы вместе. Ну, где-то мы пока в яме были, я не знаю, как-то так разошлись, там, черт его знает. Серега, шерпа в лавине оставил, да? Может, колу хочешь? Сейчас дадим. Ого. Расскажи свои лучшие впечатления от Summit Day. Вот по самому свежему. Самое лучшее впечатление — это когда встал на самый край вершины и поднял высоко руки и сказал, да, я это смог сделать. Это было самое незабываемое. Облака, рассвет, ветер сильный. Ну, это вообще непередаваемые эмоции, которые длятся, буквально сказать, секунд 10-15, и потом понимаешь, что тебе нужно уже потихоньку начинать спускаться. А так было все очень здорово. Насколько тяжело было? Тяжело, скорее всего, были все дни ожидания, которые мы ждали в лагерях. И почти когда уже отчаялись, думали, уже не будем подниматься, вышел день. Сам, конечно, путь к вершине, он был очень сложен, очень тяжел. Эти 2 дня подъема, начиная 6400 до вершины, конечно, он был непростой, потому что целыми днями нагрузка и очень серьезная. А так, когда ты приходишь на вершину, ты всю усталость теряешь как бы на какие-то доли секунд. И кажется, как будто вообще ничего не было, ты просто пришел, зашел на вершину и все. Так что так. По сравнению с ожиданиями, насколько сложнее, легче, по-другому было? По сравнению с ожиданиями, Ну вот именно последние дни вот эти. я скажу так, то есть вершина непростая, постоянный набор высоты, вообще нету ни одного перепада вниз, чтобы хоть как-то отдохнуть. Местами глубокий снег, местами скалы, в кошках, конечно, не особо удобно идти. Ну, в принципе, все здорово. Мои ожидания, как я мог что-то ожидать, когда я ни разу не был на такой великой горе. Я очень доволен и очень благодарен всем,
что я смог зайти на такую великую вершину и спуститься с нее. Я счастлив, что я попал наверх, и чуть-чуть менее, но счастлив, что не пришлось кубу 6-й раз. Все, ребята. Расскажи о своем самом дне. Всей команде огромный привет и поздравления и себе, и всем. Рассказать очень сложно. Потрясающе, не ожидал. Я знал, что сложно, но не думал, что так сложно. Вот. Вроде бы все подготовлено и физически, и морально, и эмоционально, но все равно было очень стрёмно и очень сложно. Погодные условия шикарные, команда замечательная, не зря ждали. Организация великолепная, скрывать не буду. Считаю, что выдержанная пауза оправдала себя, правильно сделали, меньше риска, значит больше шансов на успех. Всем огромное спасибо. Я счастлив, что... А как, если соотнести твои ожидания с реальностью? Вот последних пару дней. Если честно скажу, что хотелось бы думать, что было немножко легче. То есть, несмотря на всю, там, я не знаю, информацию о сложностях, об погоде, об условиях, хотелось бы, было бы, чтобы немножко полегче. Но, с другой стороны, понимаешь, это вершина мира, и ожидать легких путей не приходится никогда никому. Последующим восходителям пожелаю больше тренироваться и физически, и эмоционально, и технически, и организационно. То есть отнестись к этому максимально вот как бы вот серьезно. Вот это очень непростая штука. Может быть, она не столь сложна технически, особых навыков. Но, с другой стороны, безусловно, приходилось. Я еще не дал себе труда посчитать, сколько километров. Это звучит километров. Надо и жумарить, и спускаться. Это огромнейший труд, явно не одного года. Я бы даже сказал, не 5 лет. Я скажу громко, может быть, даже всей жизни. И желаю восходителям последующим максимально к этому отнестись ответственно и, ну, в общем, максимально по всем позициям. А вам всем, ребята, большое спасибо. Не буду называть имена по именам, да, спасибо, потому что вольно или невольно сформировалась очень дружная, хорошая команда. И наша команда, и команда шерпов. Все очень здорово. Всем огромное спасибо. Чуть-чуть поморозил пальцы, чуть-чуть посек глаза, но это моя собственная ошибка, и как бы надо и признавать. Поэтому это я говорю только потому, что те, кто будут это видеть или слышать, отнесись к здоровью максимально ответственно. Спасибо еще раз.